Дорогие друзья, рада представить вам нашего сегодняшнего гостя Максим Голополосов, плюс 100-500. Привет, пацаны, как бодрость духа. Как здорово, что ты нашел время, заглянул к нам на огонек. Спасибо, что пригласили. Ну, так как же такого гостя не пригласить? Скажи мне, пожалуйста, у нас во втором сезоне он вообще весь посвящен интернету. Вот, собственно говоря, об этом мы сегодня с тобой будем говорить. Но самое главное, что я тебя хотела спросить. Вообще в жизни ты чем занимаешься? Ну, я учусь и в группе играю. Так, ну не работаешь? Ну, работал раньше, но сейчас что-то как-то не очень. Да? Все надоело? Нет, не надоело, как-то именно сама работа. Зато я просто курьером работал, а у меня заказы кончились там. Ну, просто у меня работа была по заказам. То есть, если есть заказы, я работаю, если их нет, то не работаю. И сейчас что-то заказов нет. А что возил, скажи мне? Не наркобизнесом ли занимался? Нет, я возил товары для детей. Да? Да. Это что, уточки там вот какие-то, да? Да, от детского питания до подгузников. Ничего себе. Я представляю, да, с людьми там с разными, наверное, наобщался, когда привозил эти товары. Ну да, но в принципе их вроде не узнавали, это хорошо. Это действительно. Но послушай, а как вообще началась твоя бурная деятельность в интернете? Я так понимаю, что активный интернет-юзер ты уже очень-очень давно. Изучал все ролики, смотрел. Да. В соцсетях. Большинство роликов я очень давно видел, очень-очень давно. Угу. Те, которые ты... Я хочу нашим телезрителям представить. Если вдруг вы не знаете, кто такой Максим плюс 100-500, это человек, который делает, как назвать даже, видеообзоры на популярные ролики в Рунете. Да. У тебя же только наши российские ролики? Ну, в основном, да. Я не знаю, я не помню, не использовал ли я зарубежные. По-моему, нет. Вроде нет. Ну, если попадается, можно, но, в принципе, в основном что-то русские только. Ну, русские, потому что настолько угарные, там поле не паханое, можно их использовать и использовать. У меня сразу была какая-то в голове подборка для первого эпизода роликов. Уже знал, что хочешь сделать. Ну да. Ну просто друг говорит, ну сделай. Я такой, да не хочу, что ты пристал. Он говорит, да сделай. Слушай, вот. А смотри, то есть друг сыграл решающую роль, он тебя подтолкнул я ему к этому? спасибо хочу сказать. То есть... Как друг зовут? Кирилл. Кирюха. Кирюх, спасибо. Мы все с тобой, я думаю, что половина нашего Рунета говорят Кирюхе огромное спасибо. Они должны все-таки знать, пускай не в лицо своих героев, но хотя бы в именах. Да, то есть он меня, можно сказать, сподвигнул, то есть столкнул меня с точки. Так, ну вот, рассказывай. Сценарий к первому я написал минут за 5, наверное. Ну, просто все, короче, написал, скинул ему, он такой, да, давай снимай. И вот на следующий день, ну, поначалу он такой, он у тебя фокус-группа, да? То есть ты ему скинул, рассказал там в 2 словах, что их как хочешь сделать, он тебе сказал, да, чувак, стрельнет, делай. Да, ну он сказал, да, типа, крутая тема, да, попробуй, это ништяк. А смотри, а почему так получилось? Вот он тебе предлагал это сделать, а почему, например, он сам эту идею не воплотил в жизнь? Да я не знаю. Сколько снимал первый ролик, скажи? Да недолго, быстро все снимал. Я на следующий день, я написал сценарий, на следующий день взял другу камеру у соседа. Вот. Сразу взял... Поставил на штатив? Нет, штатива нет. Поставил на книги? Как ты знаешь, сооружение? Ты серьезно? Да. Ну вот на компьютерный стол. Я так и думала. На компьютерном столе на принтер ставлю книги, камеру. Взял несколько ламп, поставил за камерой, на чтобы свет был. Расставил. Слушай, молодец, вообще гламурно подошел к вопросу. И задник этот леопардовый. А вот этот вот гламурный задник леопардовый, это что за прикол? Откуда ты его взял, скажи мне? Это покрывало, ну, у меня диван, и на диване покрывало такое. Вот, и я прям так сразу его увидел. Ну, нужно же, чтобы пестрый фон был, да? Ну, почему нет? У меня поначалу была идея взять дофига газеты, все их склеить вместе. Вот, но я думал, ладно, пока с леопардом потусуюсь. А потом уже дальше как пойдет, да? Да, да. И смотри, поперло так, что в последних роликах ты сейчас убрал это леопардовое одеяло, покрывало, и все тебе пишут в форумах, я просто читала тоже, когда готовилась к интервью, все тебе пишут и спрашивают, господи, ну где же, куда же ты это делал? И даже один вопрос прозвучал, мне очень понравился. Молодой человек у тебя спросил, слушай, чувак, а ты не хочешь поставить на задний фон 2 девчонок в бикини, чтобы они, да, знаешь, пританцовывали, и ты будешь? Нет такой идеи? Тогда смысла во мне вообще не будет, это будет отдельное шоу. Ну это уже, знаешь, это как ты говоришь, да, вот надо расширяться все дальше, больше, как можно больше роликов делать. Вот тебе один из таких... Или, из ходов. Да, один из ходов. Или же наоборот, должно быть что-то вот постоянное. Вот как ты думаешь? Ну, я в плане фона. Не знаю, есть какие-то эксперименты, можно проводить их. Но иногда страшно. Да, потому что публика очень консервативна. Вот. И порой неадекватно. Ну, все по-разному реагируют. Просто сейчас в интернете много троллей развелось. Так это же прикольно, наоборот, если тебя начинают троллить, если про тебя говорят какие-то гадости, ну, да. Это же, наоборот, даже хорошо. Это срабатывает цепная реакция и сарафанное радио, и народ начинает раскидывать. Как
как ты реагируешь на скорую, свалившуюся на голову славу? Слышь, как интересует людей. Ну, тебя же на улицах узнают, подходят. Ну да, бывает дело, да. А чего просят, чего хотят? Сфоткаться? Ну сначала, автограф? ну там, Респект и уважуха, да? Ну да, вот респект и уважуха, типа крутые видосы делаешь, там Молодец. сфотографируются, что-нибудь типа того, вот, ну в основном. А там в интернете выложит, похвастает, скажет, а я с Максом плюс 100-500, да, был вместе. Почему плюс 100-500, кстати? Отлично, что с цифрами, это круто. А я первое, что в голову пришло, я такой, плюс 100-500. Не, на что-нибудь другое. Ладно, короче. И поставил, да? Ну да, я так назвал. Слушай, круто. Ну видишь, как вот все ради фана происходит, когда ты делаешь это не целенаправленно, там, Да. там, хочу вселенскую славу, хочу много денег, тогда, в общем-то, ничего не получается. Если ты делаешь ради фана, то все дороги будут перед тобой открыты. Друзья, учитесь, смотрите. Следующий вопрос про детство, смешные случаи. Ну вот я вот даже не знаю, вспомнишь ты хоть один какой-нибудь, такой обширный вопрос? Да, сейчас, я, честно говоря, с детства Про детство. Ну, детство в Москве, ты в Москве родился. Да, я в Москве родился, всю жизнь вырос. тут живу. Но не в центре Москвы, а где? На окраине, конечно. На окраине? Да. Окраина, это такое дело, это целая школа. Да. Смотри, еще То какая есть на окраина. самой окраине вообще. Да? О, ну там, наверное, серьезно было. А было в детстве там вот это вот по подъездам и так далее, гитары? Ну, в подъездах на гитаре не играли, как-то народ-то все-таки нужно людей уважать. Тех, кто живет Да. в квартирах? Не, ну, конечно, конфликты были когда-то там, ну, с кем-то там, это логично. А Дети-то. дрался? Ну, было, но я человек такой, который избегает таких То конфликтов. есть лучше, если какая-то ссора, еще что-то, лучше это обсудить, нежели кулаками? Просто я не понимаю смысла как-то вперед пускать руки, ноги. Даже просто некоторые люди не умеют себя в руках держать. Абсолютно неадекватные, конечно. Не, ну почему Много неадекватные? Просто некоторые очень вспыльчивые люди. таких. Да. И сразу, и все. Да, начинают. Ну, это каждый человек, это особенность каждого человека, как бы, в принципе, я никого не осуждаю за это. То есть, если человек дрочливый, ну пускай. Ну, в общем, ты не такой. Просто в основном, если кто-то до кого-то там докопался, ну, докапывайся там до человека, который тебе будет по силам, ну, в плане, то есть там, я не понимаю, когда сильные Понятно. люди до слабых донимаются, это несправедливо, как бы. Ну, это, конечно, несправедливо, но людям же как-то надо самоутверждаться. Вот кто каждый своим путем это делает. Следующий вопрос. Мне 17 лет. Как мне отрастить такую же бородку? Мне 21, и у меня она тоже не очень растет. Ну, вот она так странно растет, раньше вообще плохо росла. Ну, так Да, сейчас уже, может быть, знаешь, там есть всякие специальные штуки, там кремом помазать, еще Да, что-нибудь. надо, чтобы корова лизнула. Следующий вопрос. Такой короткий. Жена есть? Ну, жена, наверное, тоже имеется в виду, как на этом сленге, девушка и так Нет. далее. А, кстати, про Славу я заметила, что очень много девушек тебе там в вопросах пишут, а может быть встретимся, а сколько у нас будет детей и так далее, и так далее. Вот они сразу такие, знаешь, девчонки-то какие, а? Боевые. Парень популярным стал, и они сразу на тебя накинулись. Ну да. Ты как к этому относишься? Да, как, не знаю. В личку пишут тебе? Ну, пишут, да. А ты что, ты как реагируешь? Ну вот расскажи, твоя реакция. То есть, Ну, вот они я предлагают просто встретиться. сначала, если мне что-то такое, прям такую говорят, там, вот я влюбилась, ну, там что-то типа того. То ты Ну, блин, они же меня не знают, как вообще. Как человек, они же тебя даже в жизни никогда не видели. Ну, я обычно отшучиваюсь в таких Ну, ситуациях. ты никогда не встречался вот из интернета с девушками, когда они тебе что-то предлагают? Нет? Ну, блин, нет. Ну как? Не, Ну, как, бывало. ну вот сейчас, вот, допустим, Не, иногда бывает, как бы, если там человек интересный, можно, конечно. то есть, в У принципе, меня если просто- она тебе написала, тебе стало интересно с ней общаться, и ты можешь с ней встретиться. Ну да. Просто дело в том, что у меня в последнее время очень мало времени вообще свободного. И, то есть, очень часто обижаются, думают, что я специально не хочу видеться там с кем-то и так Ну, далее. тебе же не хватит на всех. Ну да, но, В блин, конце как бы... концов. Я-то человек такой, что я не люблю, когда, ну, я не понимаю пафоса, я не понимаю, когда люди зазнаются, то есть я стараюсь как можно ближе к людям Ну, быть. дай бог, чтобы и с тобой этого не проще. произошло, потому что
всяко бывает, время покажет. Просто иногда приходится, просто очень много пишут, и иногда какие-то сообщения какие-то уходят куда-то, ну, просто пропускаются мной. И раньше я поначалу отвечал всем, а сейчас не могу, но просто реально очень много народу пишет. Ребят, не обижайтесь, популярность растет. То есть, и там начинают говорить, все, ты зазнался. Блин, я не зазнался, просто реально, ну, физически невозможно. То есть, это вот приходишь домой, у тебя забита личка полностью, и ты начинаешь просто в течение 4-5 часов без остановки отвечать на сообщения. А это просто там у меня как бы еще свои дела есть, там учеба и прочее. И с друзьями нужно успеть все-таки встретиться и порепетировать с группой. Да, то есть дел много, вот, поэтому такая вот фигня. И то, что вот сейчас некоторые обижаются, что никого друзей не добавили. У меня просто счетчик. Уже лимит. Лимит есть, 10 тысяч друзей, и больше нельзя. Но, правда, бывает, ну, приходишь вечером, домой, вроде что-то там поубавилось, не знаю, может, лагает, может быть, кто-то удаляется, не знаю. В общем, но если меньше друзей становится, у меня уже там в заявках висит много народу, то есть я как с конца в начало иду, ну, то есть те, кто вот давно-давно забросил заявку, вот так, то есть я все по справедливости. Никого обидеть не хочешь. Появляются свободные места, я добавляю, то есть не надо обижаться. Такой добрый парень, в общем, понятно все с тобой. Как ты относишься к геям в Африке? Да мне как-то без разницы. Я вообще человек такой, то что, блин, это выбор каждого человека, и осуждать кого-то за какие-либо предпочтения. Да там не важно, будь ты гей, будь ты лесбиянка, там, в общем, не важно, кто ты. Ты человек, это твой выбор, и тебя осуждать никто не имеет права, делай все, что хочешь, это твое дело. Вот так вот. Следующий вопрос. На месте главного тренера сборной по России по футболу кого бы ты позвал? Не знаю, играть? Я футбол не люблю. Я вообще, из детства не люблю. У меня папа смотрел, мультики не давал мне смотреть. Кошмар какой, бедный ребенок. У нас один телевизор, вот, и поэтому, если я смотрю мультики, я буду переключать на футбол, и меня бесил футбол за этого. То есть я играть любил в детстве в футбол, реально, да, вот играть мне нравилось, то, что, ну, это экшен, это движуха, а сидеть смотреть кто-то играет, мне, ну, смысла это не видел. То есть, как бы, никому не в обиду, то есть, ничего против футбола не имею, но самому мне как-то, ну, параллельно отношусь, то есть, ничего не знаю про футбол. Понятно. Следующий вопрос. Какова масса Земли? Вопросы очень разнообразные, я тебе говорю. Не помню, вот серьезно не помню. Астрономию не помню. А вообще в школе как учился? В школе хорошо учился. Четверки, пятерки? Да, ну вот в 9 классе все экзамены на 5 сдал. Вау! В тот год, в общем, сдал 2 человека из всей школы на 5. Я и мой друг. В аттестате в 9 классе было 9 четверок, 11 пятерок, троек не было. Но почему-то я пошел в шарагу на повара. Вот, это была большая ошибка в моей жизни. А это как так получилось? Тебе родители не отговаривали от этого? Ну, они как посоветовали на случай, вдруг в армию заберут, а ты хотя бы успеешь профессию получить. Страшно за мальчика. А я молодой, глупый был. Ну, как, просто я боялся, вдруг я в институт не поступлю, хотя я думаю, вот я поступил бы в любом случае. Ну, в общем, неважно, что было, то было, но вот профессия мне это не понравилась. Подожди, я так понимаю, что ты там отучился, и потом 3 года, а потом уже пошел на высшее образование. Да, потом я год работал просто, а потом уже пошел на высшее образование. Ага, но готовишь ты хорошо? Я не знаю. Но ты не гадал своим друзьям, родителям? Я стараюсь этого избегать. Почему? Ведь говорят, что самые лучшие повара – это мужчины. Ну да. Если так подумать, ну, хорошие повара – это хороший повар. Готовить может каждый, но не каждому дано. Следующий вопрос. Когда последний раз был в сексе? Я не помню. Серьезно. Давно? Ну да, давно, наверное, да. Какие девушки тебе нравятся? Разные. Девушки бывают разные, черные, белые, красные. Да, у меня нет каких-то определенных предпочтений. Ну, блин, главное, чтобы не тупая была. Главное, чтобы было о чем поговорить. Ну да. А на английском языке это главное, чтобы с ней можно было пообщаться? Да нет, почему? Мне немного меня немного ущемляет, если, например... Если она знает лучше? Да. Вот это да. Ну, раньше, сейчас тоже как-то без разницы, но если, не знаю, как-то, у меня просто язык один из самых любимых, поэтому... А ты бы хотел, чтобы твоя девушка была, например, тоже интернет-звезда? Или нет? Или она должна быть какой-то... Да, мне реально без разницы. Просто если у меня будет девушка, я просто не хочу, чтобы ее кто-то доставал там, поэтому... Ревность-то, конечно, замучает. Да, и поэтому там, если у меня как бы будет, то я просто этого афишировать нигде не буду. Просто меня и так уже друзей достают. Скажи, Максиму, спроси, когда новое видео. Кошмар. Блин, ну, ребят, не пишите моим друзьям. Ну, это вот самое обидное. Я представляю, как друзья на это реагируют. Это, конечно, неприятно.
Следующий вопрос. Встречался ли ты с теми психами, видео которых комментируешь в роликах? То есть в жизни, в реале, видел ли ты их? Приходилось ли тебе снимать таких? Нет, не было. Страшно? Да Вдруг увидишь? Вдруг они тебе пристанут? Я бы хотел увидеть. Хотел бы, да? И по фану тоже опять же снять. Почему чисто нет? Пообщаться с человеком. Может, ты перепрофилируешься, будешь еще не только ролики комментировать, но еще и периодически их снимать. Сам контент для себя. Да, в общем, неплохо. Так, про женщин в бикини я уже спросила. На улице узнают, ты рассказал. Вот, интересный вопрос на сладкое оставила. Ксения Бушенева. Отличный вопрос, их было очень много, всего лишь несколько. Я сейчас напишу, но они действительно смешные, поэтому не могла не задать. Результаты ЕГЭ влияют ли как-то на урожай картошки? Как ты думаешь? Я считаю, что ЕГЭ это полный бред. Потому что в начале, когда он только появился, многие люди смогли поступить туда, куда они вот до этого бы не поступили. А когда наше Министерство образования это осознало, начало завинчивать гайки, убрали просто половину ответов, ну, то есть там простых вариантов, которые могли баллы набрать. И то есть сейчас реально гораздо сложнее ЕГЭ сдавать, чем был, например, только когда оно вначале появился, в общем, урожай картошки. Но ЕГЭ, если так подумать, то влияет, да. Потому что если ты сдашь плохо ЕГЭ, ты не поступишь в институт, и тебе придется собирать картошку. Вот, в общем-то, ты и подвел. Почему любовь морковь, а вянут помидоры? Смешно, вот юморцой люди писали вопрос. Мне понравилось. По-брейнфакерски так они. Чисто, не знаю, любовь, морковь, а вянут помидоры. Ну, то, что помидоры, они мягкие, а морковь, она твердая. И вянут они, а морковь-то что вянут? Морковь, она только чуть-чуть там, что-нибудь там с ней будет, а помидоры, они прям трухлявые становятся, начнут вонять, их нужно выбросить. Нужно раздавить и выбросить, конечно. Слушай, я жалею, что в прошлой программе Brainfuckers не было у меня таких авторов, которые писали тебе эти вопросы. Это потрясающе. Друзья, находите нас и пишите эти вопросы в Brainfuckers, они потрясающие. Может ли слон сделать заднее сальто? Слон вообще не может сделать сальто физически. Не, ну если его там подбросить как-нибудь там техническим способом. То может и получится. Да, только не надо трогать слонов. Жалко их, жалко. Животных не трогайте, не издевайтесь над животными. Лучше над людьми издевайтесь. Люди-то могут сами за себя постоять, а животные иногда не могут. Вот, например, в фильмах всегда жалко там попугайчик где-нибудь умер. Вот всех убили людей, и попугайчика в конце. Это жалко попугайчика. Давят на жалость. Это, конечно, это такое дело. Слушай, какой ты добрый, оказывается, а? Люди очень хотят посмотреть то, что происходит за кадром. Предоставишь ли ты им такую возможность? Когда-нибудь? Не сейчас, конечно, потом еще. У тебя сейчас только 11 роликов. Ну да. Ну я не знаю, может быть, да, скорее всего. Ну а что там, за кадром особо ничего не происходит. Смешной. Я редко там начинаю там дико орать и что-то делать. Если не бывает такого, знаешь, хорошо смонтировал и там начинаешь бегать, веселиться, когда результат хороший? Нет? Я редко, то есть я начинаю, я говорю все в камеру, как бы у меня довольно все быстро там, быстро и продуктивно. С первого дубля все часто получается. То есть, какой ты молодец. Но иногда бывает на какой-нибудь фразе зациклюсь, там раз 10 мне приходится отбивать, чтобы она... Вот это может быть и смешно, вот люди вот такое очень любят. Когда, знаешь, запинаешься, зацикливаешься, одно и то же повторяешь, так что, в общем, твои поклонники могут это ждать когда-нибудь в будущем. Возможно, сделаю что-нибудь типа того. Если наберется у тебя хорошая подборочка этих смешных моментов, то ты это сделаешь. Я, скорее всего, буду делать в конце ролика какой-нибудь момент там ставить. Ну, вот в последних 2 роликах было такое, то, что я что-то какую-то фигню делал там, и она, в общем, в самом конце ролика после титров была. Ну, это известная примочка. И последний вопрос, потому что эфирное время совсем уже подошло к концу. Народ требует тебя в президенты. Как ты на это смотришь? Никак, я не хочу. Не хочешь? С политикой связано. Не хочешь такую ответственность на себя брать? Да не ответственность даже, политика, с ней связываться. Уже все-таки решил с политикой. Связался и все, и уходит. Потому что он разочаровался во всем. Так сколько лет? Подожди, так он не 1 и не 2 года. Да, он довольно долго был, но он... Долго продержался, крепкий орешек. Он уходит из этого. Вот. То есть все, ему надоело. А ты даже не стал бы пробовать, не хотел бы? Я не хочу. А может быть, если со скольки лет там, после 30, там какой-то такой возраст, может быть, созреешь лет через 10? Я
не хочу никакого отношения к политике вообще иметь. Никакого. Потому что это не для меня, и я знаю, что это и ответственность большая, и там слишком много напрягов, там, так подумать, сколько там у них всего происходит. Нет, не за что нафиг. Да? Нафиг лучше в интернете сидеть. Я больше по фану все люблю, чтобы все было просто, непринужденно. А политика нет, это точно не для меня, и как бы... Здорово, что ты нашел время, заглянул к нам в гости. Последний вопрос про твои планы на будущее. Что ты сейчас думаешь? Продолжать делать свои ролики? Ну да, буду делать все ради фана? В недельном режиме, по фану. Раз в неделю. Друзья помогают, то есть мне, в принципе, не в облом. У них там есть нормальный компьютер, который не тормозит, как у меня. А то мне приходится все так резать, я даже не вижу, что там в превью-боксе творится. Ну, понятно. По звуковым волнам. Ну, я поняла тебя, да, о чем ты говоришь. А как же насчет того, чтобы культура в массы, например? В смысле? Ну смотри, вот допустим, вот мы с тобой про книги тоже поговорили, и вообще во многих вопросах я даже не ожидала, ты очень интересно отвечаешь, но у многих складывается такое впечатление, когда они смотрят, например, твои ролики, они думают, что ты, ну, как знаешь, вот бывает, да, вот когда люди используют в своей речи мат, то они уже вот так начинают думать, ну что с него взять, такой недалекий и так далее. Это примочка такая, мат, я вообще не понимаю людей, которые мат не уважают, ну, плохо относятся к мату, потому что это, ну а куда от него денешься, он очень, эмоции выражает. Поэтому в любом случае. Он колоритности прибавляет. То есть, колоритности прибавляет, это точно. Да, то есть... Без него никуда? Никуда. То есть в какие-то моменты, например, если человек какой-то, который никогда вообще матом не ругается, и в итоге его выводит, он начинает матом орать, и ты понимаешь, что ты его реально достал. А еще очень часто люди думают, что я наркоман, и что-то пью много и курю и так далее. Я вообще не пью, я не курю, не употребляю вообще никакие виды наркотиков. Кстати, это правда. То есть это серьезно, и там не надо мне, пожалуйста, предлагать, типа, пойдем в кружку, пошли дунем. Все мои шутки есть там какие-то про алкоголь, и про дудку и про прочую херню. Просто тебе ты любишь смеяться над этими людьми, над этими людьми, там, вот именно, это просто как шутка сама, она напрашивается просто, ну, и все. Я не пью, не курю, поэтому не употребляю наркотики, мне это не надо. И считаю то, что, здоровый образ жизни, это всегда очень здорово. Просто, например, это от комплексов, от кучи комплексов освобождает. Согласна. Когда человек перестает пить, просто он уже не ищет никакого... освобождения в алкоголе. Да. Просто многие люди так напьются и начинают вести себя раскованно уже так. Это совсем неправильно. Нужно быть трезвым и уметь трезво мыслить, и трезво и раскованно себя вести. Да, то есть начинаешь просто, я без алкоголя могу херню всякую нести. Я даже не сомневаюсь. Но сегодня в интервью ты нес замечательные вещи. Ну, да, спасибо тебе большое, что ты пришел к нам, что ты нашел время. Было с тобой очень приятно пообщаться. У нас в гостях был Максим плюс 100-500. Ищите его ролики в интернете. Смейтесь, наслаждайтесь. Удачи тебе во всех твоих начинаниях, во всех твоих фанах. С вами была Кэтрин Старски. Пока-пока. Пока.